Всем привет! У нас на севере Беларуси настоящая весна. Ночью плюсовая температура уже практически неделю. Солнечно, тепло, днем градусов до 13 поднимается. Еще ничего особо не расцветает, так где-нибудь травка подевается. Но природа уже ожила, насекомые летают, птицы поют. Но сейчас еще не так слышно, а ближе к вечеру перед закатом здесь такой оркестр, просто заслушаешься. Шпаки шкварчат, журавли кричат. Ну, что я вам и рассказываю. Начнет темнеть, то сами все услышите. А я, пока такая комфортная погода на улице, в основном здесь и тружусь. Все дела в доме заморозил до худших времен. Ну, тепло, скорее всего, недолго побудет. Еще и заморозки вернутся или дожди пойдут. Вот тогда к ним и вернусь. Решил перетопить запасы дедового воска, который я нашел на чердаке. Сейчас-то он вот совсем никакой непрезентабельный, и с ним ничего особо-то не сделаешь. Думаю, еще разок переплавить, и может быть тогда что-то получится. Ну, либо обменяю на вощину, либо сам ее наплавлю. А так, у меня его сколько? Килограмм 16 есть запасов. Как раз мне где-то столько и нужно будет. Ну, только что довольно-таки долго эта процедура. За раз килограмма по 2 топлю. И где-то сутки нужно на одну закладку. Ну, а особо личного времени-то немного. Засыпал, воды залил, поставил на костер и все, и иди работай, другими делами занимайся. Ну вот, с этим воском уже можно будет спокойно работать. Так только мусор еще загребси, убрать, а остальное в дело пойдет. О, слышите? Совсем журавли рядом, вот прямо за кустами в метрах 50. Ну, снимать идти их смысла нету. Близко к себе они не подпустят, а серое на сером издалека и не видно. Как видите, топлю в основном хворостом. Ну, так быстрее оно закипает, да и дров-то особо и не осталось древотни. В прошлом видео, что начал заготавливать, так еще сюда ни одного полена не привез. Ту его огромную еще не раскроил до конца, а и вывести нужно, точнее вытянуть на дорогу, чтобы можно было подъехать. Ну а потом уже займусь перевозками. Вот он греется на солнышке, да. Смотри, не закоптись тут от костра. С верхушкой уже практически разобрался, не маячит на заднем фоне. Ну, там остался только в основном такой мелкий хворост. Вот его я собираю и спаливаю на костре. Ну, а дров и не так уже и много оказалось, как думалось. Ну, хотя это же только вершина айсберга, а основная масса будет там, в камле. А еще и не все вытащил сюда наверх. Там где-то внизу с половину осталось, нужно перетаскивать. А вот туда вниз-то не въедешь. Нужно будет отсюда возить. Ну, хотя еще посмотрю. Может быть, прямо здесь и буду резать. Ну, лучше, конечно, там и опилок будет меньше, и мусор сразу можно в костер закинуть. Ну, вот здесь такие потоньше, будет легче вытянуть. Ну, как говорил, сюда-то особо уже не подъедешь.
потому что здесь низко, вон там вода стоит. Влево не уедешь, там лесок. Ну а здесь вправо склон такой довольно высокий, где-то в 1,5 метра. Ну там, где пониже, может быть и можно было попробовать, но там пчелы вряд ли они пропустят. Мою телегу мотоблок, скорее всего, сюда и не осилит. Палки-то не тяжелые, они-то сухие уже. Но вот только что строение телеги не позволяет нагрузку на него давать. На 69-м-то особо здесь и не развернешься, тем более с телегой. Хотя можно было ее отдельно самому раскрутить, да? Соваться туда-сюда особо-то не хочется. Здесь вон недалеко, 20 метров всего лишь, можно на руках понести. А вот только что колоды от ствола довольно такие громоздкие, тяжелые и неподъемные. Ну, только что они круглые. Не сразу колесо придумали. Можно брать и катить. Ну, здесь под горочку будет это неудобно делать. Тем более через кусты. Поэтому, скорее всего, придется на месте здесь разрубать на более мелкие. Хотя, часть большую, наверное, закачу под баню туда. Там раскалю и сложу. Бани будут топиться. Ну, а остальные придется выносить, ничего не поделать. А порезать этот ствол было совсем просто, не так, как казалось изначально. Он же был там на бугре, завис на 2 палках, как на козле. Ну и прежде чем их отпиливать, чтобы он дальше упал, я под серединку подложил колодочку. Ну вот он на ней завис, а я шел его просто как колбаску нарезал. Ну а когда дошел до середины, до этой колодки, то оказалось, что остальное держалось за счет корня. Тоже шел шинковал просто. Ну, еще немного вот осталось, не все одолел. Нужно дорезать. О, где-то совсем рядом. Надо пойти посмотреть, может все-таки удастся их подснять. Я ведь тоже в камуфляже, хотя они только цвета хаки. Может и не заметит, подкусит поближе. Только что передвигаюсь довольно шумно. Слишком много сухих веток и листьев. Кстати, лещинка начинает пылить. То есть весна уже настоящая. Не то, что было как в прошлый раз. Да и он подтверждение. Пчелки вовсю пыльцу таскают. Он как трудится. Ну а попробовать их посмотреть стоит. Усилить-то здесь особо не нужно. Таких приложить. Только подкрасить, время немного больше. В охоте главное не спешить. Ну, у меня-то времени особо-то нету, поэтому придется так быстро. Ну, спугаю как раз вот они. О, улетают. Ну, а особо долго сидеть за ними в засаде не было времени. Слишком много работы было. Надо идти трудиться. Так, отвлекся слегка. Ну и там Шада долго за костром не сможет посмотреть. Тут главное не проворонить, чтобы не закипело сильно. А то, когда воск закипит, начнет через верх выливаться и сгорит весь.
На последних уже не так хорошо получается, как там. Уже и длины шины не хватает, чтобы по кругу обойти. А еще тут в земле часть лежит, а туда глубоко не хочется всовывать, чтобы не завострилось, точнее не затупилось. Еще же нужно будет те ветки на чурке резать, и те, которые там наверху, сколько там, наверное, ваза 3-4 будет. А эти последние придется заканчивать с помощью топора, по частям раскалывать. Ну и потом уже пилой долезть, дорезать, что не хватило. А пень так и вообще, может быть, и трогать не придется. Может быть, он уже совсем загнил, по крайней мере, сверху он весь трухлявый. Можно руками собирать. Ух, 2 колодки разрубил, чуть Богу душ не отдал. Тяжелые дровишки получится. Но зато вот такая кучка с 2 колод. А пень решил пока не трогать. Ну его, не до него. Работы и так хватает, а с ним ничего страшного не сделается. Если изгниет, то потом будет из чего в курель пчелам заправлять. Вон как этот. Да и колоды решил пока не трогать. Займусь ветками, которые полегче. А они пусть полежат, посохнут, может податливее хоть станут. Ну и так буду их по утрам по одной вместо зарадки, как говорится, совмещать приятное с полезным. Посохло немного, можно и коня выпускать, а то он, умеешь, застоялся в стойле. Хотя не так долго и стоял, чуть больше 2 месяцев. Это же я им в канун Нового года целину поднимал с помощью фрезы. Ну а потом как стал, так уже и не трогал. К сезону готовить не нужно было, по идее, так как я практически его весь полностью перебрал, там где-то в ноябре. Когда он сломался, был искал поломку, ну и потом менял подшипник коленвала. Надеюсь, что на этот сезон хватит и не нужно будет что-то делать серьезное. Только что припарковался совсем неудобно. Сейчас не подлезть. Ходу утекай, буду зверя заводить. Что ты? Пришлось и здесь немного целины поднять. Он довольно такой большой, а тормоза и не держит. Пришлось рылом тормозить. О, а то обошлось. Думал, вообще поеду туда, доски снесу. Буду здесь на месте их сразу скидывать и резать. Точнее, резать и скидывать, чтобы не перекидывать по 10 раз. По крайней мере, так планирую. Хотя
наверное, уже не сегодня, а то какой-то и дождь начинается. Посмотрел я прогноз погоды, и с завтрашнего дня уже все, весна заканчивается. Ну, по крайней мере, откладывается на неопределенный срок. И вот пока еще тепло сегодня, решил заглянуть, посмотреть пчелок. Они уже неделю как облетались, и сейчас, пока было тепло, так активно себя по пыльцу таскают. Скорее всего, уже и матка начала червить. Так вот, хочу почистить дони им от подмора, ну и посмотреть, сколько у них кормов, чтобы быть уверенным, что хватит. Неизвестно, на какой срок захолодает, но я думаю, как минимум недели 2 до апреля. А там будем надеяться, что снова тепло восстановится, и там, может быть, уже и ива какая зацветет, и будет им что-то уже брать из природы, не нужно будет кормить и переживать, что кормов мало. Внутрь гнезда не полезу, только так сверху посмотрю. Если все же расплод есть, то сейчас градусов 13 на улице. Скорее всего, он простынет, а кому нужны эти сопли? Поэтому вон, даже пчелки замерзают. Шаду, куда подернул? Шадо, ты опять со шпаками полезла? Не трогай их. Ну, слазь. Шадо. Сейчас получишь. Шадо, давай слазь. Ну. Иди будешь пчелок помогать мне смотреть. Слазь вниз. Давай. Слазь. Ну, эти практически канди съели. Половину уже сгрызли. Надо будет посматривать и держать руку на пульсе, чтобы голодными не остались. Подмора здесь не так уже и много. Уже синицы помогли, повытаскивали большую часть. Да и пчелки не видел, чтобы они их выносили. Так как сетка, то, наверное, не портится, поэтому и не трогают. И в основном заняты были, чтобы пыльцу таскать. Вон где-нибудь крошки насыпались. Даже не знаю, что за она. Но вообще безвкусная. Чем-то похоже по вкусу вот этот камыш, или как он называется, осока, которые стебли вытаскиваешь, они такие. Хотя не думаю, что сейчас какие-то болотные растения пускаются. Хотя может старые просто. А в этом уле он только начинают брать канди. Сверху тоже пчелки мертвых пособирать. Ну, здесь было и кормов побольше, это самая лучшая семья. Внутрь гнезда не полезу, как уже говорил. Да и сокращать тоже гнездо не буду. Улья теплые, я стараюсь как можно меньше к ним лазить. О, опять вернулись журавли. Вот двух пчелок
у двух семей канди практически закончился. До того, как начали облет, то они вообще его не трогали. Я думал, что и не будут брать. Эта семья крайне так с голоду и умерла, до канди не дотронувшись. Ну а сейчас, походу, активничать начали, так аппетит и проснулся. Да и злее стали. Пока посмотрел все семьи, 6 успело ужалить. И находишь же где-то щели, куда залазит. Под одежду, под маску. Надоело. К следующему осмотру надо будет уже основательно подготовиться. Улья поменял, надо уже и костюмчик менять, под стать им. А ты что, убежала рано? Что, тебя тоже погоняли? Да? Не покусали? Пошли домой.